Пошаговый мужской аппаратный маникюр. Полное обучение для начинающих. Инструменты, техника, уход. Добро пожаловать на мой канал профессионального маникюра. В этом видео вы узнаете, как правильно делать мужской аппаратный маникюр с нуля. Пошагово, подробно и безопасно. Мы разберем все этапы аппаратного мужского маникюра. Покажем нужные инструменты, насадки для фрезера, подготовку кожи, ногтевой пластины, а также дадим советы по уходу за руками мужчин после процедуры. Этот урок подойдет как начинающим мастерам, так и тем, кто хочет научиться делать мужской маникюр в домашних условиях. Что вы узнаете из этого видео? Подготовка к мужскому аппаратному маникюру. Зачем нужен мужской маникюр и чем он отличается от женского? Гигиена, антисептик для рук, клиента и мастера, осмотр рук, кожи и ногтей, оценка состояния кутикулы, наличие заусенцев и трещин. Итак, что же нам понадобится в работе? Аппарат-фрезер для маникюра, насадки, пламя, цилиндр, шар, кукурузка и для чего каждая, паф, пушер, щеточка для удаления пыли, салфетки без ворса, антисептик, обезжириватель и также масло для кутикулы и крем для рук. Итак, начинаем. Пошаговая техника мужского аппаратного маникюра. Для начала подпиливание ногтей пилкой. Подпиливание – важный этап, особенно в мужском маникюре, где форма должна быть естественной и аккуратной. Правило подпила. Используем пилку с абразивом 180 на 240 грит, достаточно мягкой для натуральных ногтей. Пилку держим перпендикулярно ногтю. Движения идут в одну сторону. Это снижает риск расслоения. Форма ногтя. Чаще всего выбирают прямую с мягкими углами. Она выглядит строго и мужественно. Не подпиливайте влажные ногти, только сухие, иначе они будут крошиться. После придания формы сгладьте край бафом, чтобы не было острых участков. Следующий этап – это отодвигаем кутикулу пушером. Если у вас нет пушера, можно взять апельсиновую палочку и тупым концом отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой. Делайте это очень аккуратно, чтобы не сделать больно клиенту и не повредить корень роста ногтя. Аккуратненько отодвигаем. Если что-то не идет, мы потом фрезами все подправим. После этого мы переходим к работе с фрезами. Будем удалять птериги с ногтя и поднимать кутикулу. Аппаратная работа требует аккуратности и правильного выбора фрез. Вот общее правило. Используем фрезер на скорости от 10 тысяч до 20 тысяч оборотов в минуту, в зависимости от плотности кожи. Без нажима, движения легкие, скользящие, только боком фрезы. Работаем от центра к бокам или по боковым пазухам, в зависимости от насадки. Насадка, игла и пламя мы используем для поднятия кутикулы и зачистки пазух. Цилиндр или кукуруза – шлифовка боковых валиков, удаление ороговевшей кожи. Шар или бор – это финальная полировка и шлифовка после обрезки. Итак, обратите внимание, что я начинаю работать с центра ногтевой пластины, прохожусь потом по боковым валикам, так каждый пальчик в одну сторону, например, реверс, потом переключаю машинку на форвард и прохожусь точно так же, но совершенно в другую сторону, делаю зеркальную работу. После того, как вы пройдетесь этими насадками по ногтевой пластине, эту кутикулу нужно будет обрезать ножничками. В этом видео я вам показываю все этапы мужского маникюра на одной руке, пальчик за пальчик, каждую деталь. Поэтому лучше посмотрите все видео, это для вас будет такой урок обучающий, и вы легко сможете потом повторить или дома, или в салоне, где вы работаете, со своими клиентами-мужчинами. Также обратите внимание, как я держу палец и руку клиента, и как я держу инструмент. И посмотрите, как я мизинцем правой руки упираюсь
или в палец клиента, или в свой палец, чтобы у меня рука не была на весу, чтобы был упор, и тогда идут плавные, легкие, скользящие движения, и я не сделаю больно клиента и не пораню его. Так что смотрите и наблюдайте, и учитесь. Переходим к обрезке кутикулы ножничками. Хотя аппаратный маникюр можно делать без обрезки, в мужском варианте часто используют ножнички. Кожа плотнее, и аппарат может не удалить все. Этапы. После поднятия кутикулы фрезой берем острые маникюрные ножнички и тонким лезвием срезаем одним движением по линии кутикулы. Не дергаем, не делаем много надрезов. Начинаем с одного края и идем до другого по дуге, повторяя линию ногтевого валика. Если кожа грубая, можно повторно пройтись шаром или бором для шлифовки, что я и сделала. Итак, шлифовка и полировка бором или шаром. Бор незаменим в финальной обработке, особенно у мужчин, где кожа грубее и может остаться шероховатой после ножниц. Итак, как правильно? Используем мелкозернистый керамический или алмазный шар. Работаем на скорости от 5000 до 7000 оборотов в минуту. Круговыми движениями проходим по срезу кутикулы, боковым валиком и сухим участком. Шар не должен царапать ноготь, только мягко шлифовать кожу. И точно так же, как мы работали с другими насадками, мы начинаем от центра,
кутикулы, проходимся к краю кутикулы и идем по боковым валикам, опускаемся вниз. Вначале в одну сторону форвард, потом переключаем машинку в другую сторону на реверс и точно так же проходимся в другую сторону. Также обратите внимание, что нажатие не должно быть сильным, потому что может быть жжение у клиента. И не задерживайтесь долго на одном месте. После этого нам нужно зашлифовать ногтевую пластину, чтобы она блестела. Потому что мужской маникюр делаем без покрытия, но можно сделать на ноготке такой глянец, будут очень ухоженные руки. Берем очень-очень мягкий баф и аккуратными движениями шлифуем ногтевую пластину. Это придает очень такого благородного вида рукам у мужчин. Затем удаляем пыль щеткой или салфеткой без ворса, обезжирим ногтевую пластину и наносим масло для кутикулы, желательно с витаминами А и Е. И делаем легкий массаж пальцев. Это стимулирует рост ногтей и кровообращение. И при необходимости легкий увлажняющий крем для мужской кожи рук. Если это видео было полезным, ставьте лайк, чтобы я понимала, что вам интересны такие обучающие материалы. Пишите в комментариях, делаете ли вы мужской маникюр своим клиентам и какие техники вы используете. Я обязательно отвечу и поделюсь советами. Поделитесь этим видео с друзьями, коллегами или тем, кто хочет научиться делать мужской маникюр. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки, техники и полезные разборы для мастеров и не только. Спасибо, что были со мной, и до встречи в следующих видео.